Молодой фотограф по имени Уэсли однажды поплыл на байдарке в государство Белиз, Центральная Америка. Он намеревался сделать там хорошие снимки. Он поплыл и неожиданно заприметил островок, который был весь завален ветками. Парень был потрясен, увидев, что посреди пересохших веток стоит пес. Он был очень худой, голодный, конечно, страшно. Словом, жалкий такой весь. В одиночестве на островке. Собака виляла хвостом, несмотря на то, что была сильно истощена и слаба. Тело ее дрожало, и ребра резко выступали под тончайшей кожицей. Почему пес очутился здесь, непонятно, но Уэсли прекрасно осознавал, что не сможет истощенную и беспомощную псину бросить здесь. Фотограф так расчувствовался, что его сердце от жалости из груди чуть не вырвалось. Пешком по воде. Уэсли вылез из своей лодки и зашагал по воде к острову. Стал кричать кого-либо на случай неприятности. Может, тут рыбак есть или кто-то еще? Но увидел, поблизости ни души, и собака в самом деле совсем одна. А пес давно очень ждал, что появится человек, который его спасет. Уэсли поднял собаченцию на руки и отнес в лодку. Что дальше? Фотографа волновало то обстоятельство, что он вообще-то в чужой стране, и у него вполне могли появиться осложнения из-за собаки. Свет не без добрых людей. Однако пес, он назвал его Уинстон, требовал помощи реальной. Уэсли стал размышлять, как найденышу помочь. Ведь сам-то он через 36 часов должен вернуться к себе на родину. Но и бросить бездомного песика он был не в силах. И незнакомые совсем люди начали ему помогать. Один притащил посудину с пищей, другой связался с ветеринарным врачом, чтобы тот посмотрел Уинстона. Вскоре собакой занялась Мия, ветеринарный врач. Она провела внешний осмотр, взяла у пса кровь, отмыла бездомное животное от сильной грязи, удалила блох. Но время шло, фотограф вынужден был вернуться в гостиницу, пса он оставил Мие. Она обещала сообщить Уэсли о том, как себя чувствует собака. Судя по анализу крови, опасных отклонений в здоровье Уинстона не наблюдалось. Уэсли этому очень обрадовался. Приемная мама. Но куда теперь пристроить Уинстона? Парень смог договориться с одной девушкой, которая согласилась взять собачку на передержку. Зовут ее Мелани. Целых 2 месяца Уинстон жил у нее. Мелани посылала молодому человеку видео и фотографии, и тот видел, как живет собака в доме девушки. А она была точно счастлива, что над головой появилась крыша, что она сыта и, не замерзая, спит на теплой подстилочке. Собака очень изменилась внешне, поправилась, шерсть стала красивой, гладкой. Даже уши, которые еще недавно уныло свисали, теперь торчали прямо и как бы весело над ее головой. Среди белого дня. Пришел день, когда вместе с Уэсли пес поехал в Даллас. Парень решил взять собаку к себе в дом. В аэропорту была намечена их встреча. Там парень нетерпеливо ожидал спасенного им пса. Стоял и волновался, думая, а что если Уинстон его забыл? И вправду поначалу собака была растеряна, никак не реагировала на молодого человека, стала обнюхивать его обувь. Вдруг потом подняла голову и запрыгала вокруг Уэсли. Затем их путь лежал в Монтану, американский штат. В нем жил Уэсли. Собака оказалась в невиданном ею раньше царстве снега. После залитого солнцем Белиза это было нечто. Пес выражал свой восторг. Уэсли сейчас часто повторяет, что неожиданная встреча на острове с собакой – это судьба. И хотя они нашли друг друга абсолютно случайно, отныне уже не расстанутся. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.